Суровый русский север – это край сильных духом и телом людей. Один из таких народов носит название поморы. Его представители строили лучшие суда, торговали с Европой, знали наизусть Северный морской путь, и у них не было крепостного права. Кто такие поморы? Где они живут? Чем занимаются и зачем плавали в Мангазею? Сегодня мы расскажем подробнее о поморах и их быте. Друзья, перед просмотром не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете все о жизни арктического региона, сюжеты об удивительных местах Крайнего Севера и людях, которые здесь живут. Подписывайтесь на Ямал Медиа, а мы начинаем. Поморы – это жители Поморья. В широком смысле Поморьем считается все побережье Северного океана и Белого моря, от норвежско-финской границы до Архангельска и Сибирской границы. Частью же, где живут поморцы, принято называть побережье Белого моря от Онеги до Кандалакшского залива. К единому мнению о происхождении поморов до сих пор не пришли. По одной версии, этот народ образовался намного раньше, чем возникло русское государство или даже отдельные княжества. В таком случае предками поморов были финно-угорские племена, которые смешались с варягами и русскими. Согласно другой версии, поморы – это потомки людей, которые пришли на север из Суздальского княжества и Великого Новгорода. Они поселились на берегу Белого моря и занимались рыболовством, охотой и солеварением. У поморов есть пословица: «От земли не будешь богат, только горбат. Наше поле – море». К морю относились с большим уважением. Оно кормило и позволяло выживать. Неудивительно, что именно поморы уже в XII веке строили лучшие суда для своих широт. Они изготавливали ладьи и шняки, карбасы, раньшины и кочи. Последние были специально предназначены для длительного плавания по северным морям. Поморский коч – это парусное судно. Его длина почти 17 метров, а ширина около 4. На нем можно разместить до 50 человек и 30 тонн груза. Благодаря яйцевидной форме коч не ломался во льдах. Вместо этого судно просто выжималось вверх из воды. Были еще и малые кочи. Они выдерживали вес до 10 тонн. Такие лодки поморы использовали для плавания в Мангазею, город в Сибири. Здесь они обменивали соль на шкуры ушных зверей. В отличие от большинства российских крестьян, поморы никогда не были крепостными. Как это получилось? Примерно с XI до XV века обширные территории побережья Белого моря либо считались землями монастырей, либо были вотчинами новгородских бояр. Люди, жившие здесь, выплачивали хозяевам земель только натуральный оброк. Например, отдавали соленую рыбу. В XV веке, после победы Ивана III над новгородцами, поморские земли стали частью московского государства. Скудная почва и суровый климат не привлекли столичную знать, поэтому территория так и не перешла в частные руки. Вместо этого местные крестьяне стали владельцами своих наделов. И даже когда в стране началось прикрепление крестьян к земле и ее владельцам, поморы сохранили свой свободный статус. Жизненный уклад и общественное сознание поморов отразилось и в языке. В бытовом общении этот народ не говорит на русском литературном, а использует так называемый поморьско говоря. Вместо «ч» они произносят мягкое «т», например, улиця, котька и дотька. А вместо звука «щ» произносят двойной «ш». Поморы не работают, а робят. Окно у них глаз, а вместо «построй мне лодку» нужно попросить «сшей мне зырянку». И ни в коем случае в разговоре с помором нельзя женщину называть бабой. Это унизительно. Здесь к женщине относятся с особым почтением. Она не только хранительница очага, но и олицетворение всех нравственных достоинств. Женщины Поморья были самостоятельными в решении хозяйственных и бытовых дел. Кроме того, они помогали мужчинам в тундре, на море, а в периоды длительных отлучек мужчин на промыслы и вовсе оставались за главу семьи. Сегодня все меньше людей причисляют себя к поморам. Согласно переписи населения 2010 года, так назвались 3113 человек, хотя за 8 лет до этого их было в 2 раза больше. Тем не менее, слово «помор» стало брендом русского севера. А в Архангельской области и Карелии все желающие могут познакомиться с историей и бытом жителей Беломорского побережья. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.